Доброго времени суток всем пользователям канала YouTube. Вот сегодня ремонт такого камина. Отдали мне его просто так. У владельцев, которые им владели, он горел, замыкал. И в общем, наподобие вот того, что я показывал вам в предыдущем видео. Кстати, вон он стоит. Вот, тоже Polaris, по-моему, но тот помощнее. Заявлен как 2800 или 2500, точно не помню. У меня много видео про этот камин. Вот еще один камин, значит, масляный радиатор, так называемый. Почему масляный? Потому что сюда залито масло. Вот в это вот. Почему масло заливают? Потому что у него самое хорошее и теплопроводность, и в общем-то она дольше всех как жидкость сохраняет тепло. То есть вот, например, вы обыкновенный камин конвекционно отключили, все, спираль перестала работать, он моментально остыл. Здесь же масло еще будет остывать долго. В общем-то, конечно, слышал я, что типа камины взрываются. Эти, может быть, не знаю. Вероятнее всего, что если тен, который вот здесь кручен, видите, вот здесь стоит тен, вот этот. Вот, и он идет вот по этой нижней планке, я не знаю докуда, ни разу не снимал, честно сказать. Вот, в общем-то, он лежит в масле. Этот тен, есть вот тены. Да, чуть проще я вам скажу, кипятильник, вы знаете, обыкновенный кипятильник, киловаттный продают, если его сунуть без воды, то, естественно, там он взлетает нахуй. Вот. У меня даже парочку я так испортил кипятильников, да, там, в бане включал, прихожу, а там уже кипятильник порвало. Вот. Здесь то же самое происходит, поэтому, в общем-то, нельзя камин включать ни в таком положении, да, там, ни лежа, ни вот в таком положении, как он должен стоять, все, чтобы тен был погружен в масло. Бывает, что еще, например, когда масло, может быть, испаряется, выгорает постепенно, да, и, в общем-то, его становится меньше, и тен полностью не погружен. Он может взорваться. Ладно, теперь приступим к самому главному. В общем, со словами хуй починишь, мне его отдали. Вот, но я его взял, зная просто, что вот самый простой в ремонте это вот камины, мультиварки, термопоты, кофейные варки, как они, кофеварки, блядь. В общем, микроволновки это вообще, самая простая часть. Кстати говоря, откуда пошло вот у меня предрасположенность к этому, к ремонту. В детстве, когда мамка покупала мне игрушки, машинки на батарейках, в общем-то, поиграв день-другой, я начинал ковыряться внутри, что там, разбирать их. Бывало, они ломались, я пытался их починить, но запчастей, естественно, не было там. И было обидно, что, например, какую-нибудь звездочку там, ее невозможно было только с донора где-нибудь найти. Вот это я понимал. И, в общем-то, родители думали, что я, в принципе, сломал эту вещь, но на самом деле все было гораздо прозаичней. Я ее не смог устроить. Вот. И, в общем-то, не ругайте своих детей, когда они интересуются внутренностями, как это устроено. Это естественное любопытство человека. Не всех, правда, кому-то похеру. Вот. Но любознательные, любопытные, они всегда как бы. И вот, в общем-то, это пригодилось. Качество, давайте посмотрим, что. Самое главное, чтобы был жив тен. Вот я сейчас попытаюсь как-то приладить тут вот эту хрень, вот так вот, больше никак ее
не поставишь, чтобы было видно. Ставим на 200 Ом предел. Вот сейчас я маленько отрегулирую. 200 Ом, видите, стоит. Вот, то есть вот у меня погрешность маленькая в мультиметре. То есть 1 как бы Ом он показывает. Но это для такого говёного мультиметра это очень даже неплохие показатели. Вот, и смотрим по тенам. Здесь он не один, а их два. Сначала включается один, когда вы прибавляете, там второй. Вот смотрите, значит, один тен на 60 Ом сопротивление, второй тен у нас на 40 Ом сопротивления. Вот, тены в рабочем состоянии, следовательно, вот, между ними 100 Ом. Ну, это самый слабый, видимо. Вот. Тены в рабочем состоянии, то есть вот это вот, я не знаю, фазы что ли. Тут эти две. Короче говоря, все с тенами нормально. Если тен рабочий, значит, в принципе, камин можно сделать, потому как осталось тут вот эта часть, так называемая, вот это предохранитель, точнее, как его, термистор, который, в общем-то, работает по принципу перегрелся, вырубился. Вот. Ну и галетный переключатель, вот самый, который включает эти тены по очереди. Грязь тут, конечно. Вот он. То есть вот самый малый мощность, больше и на полный, когда все тены включены. Вот. Ну и в общем-то термо, не знаю как, забыл как называется, в общем вот этот вот терморегулятор, вот как он называется, пластина, которая в общем-то при достижении температуры выгибается, отсоединяет контакт. Контакт тут вот, кстати, надо зачистить, наверное, будет, потому как видите, там заржавело, окисло. Ну, это все мелочи. Вот. Что здесь, кстати, я уже поломку-то в принципе нашел. Что здесь не так? Здесь элементарное короткое замыкание. Вот видите, провод перетерся и замкнул на корпус. Видимо, если бы был 0, конечно, может и не замкнул, потому как питался он в двухфазной розетке без заземления. А замкнул этот, фаза замкнула, в общем, на корпус. И, в общем-то, получился трам-трарам. Если мы прозвоним, тут, скорее всего, будет либо короткое замыкание в этом шнуре, либо обрыв. Завтра пойду я шнур новый куплю. Это все элементарно делается. Вот на том камине, который я вам показал в начале сюжета, я его сменил, этот шнур. Вот этот вот 10 раз, я не знаю, что тут с ним делали, резали, блядь. Короче говоря, в общем, этот шнур выкинуть надо. Просто вот здесь вот клеммик. Вот меня что еще удивляет, на 2 киловатта клеммы ставят в камине. Вот тот предыдущий камин, который я ремонтировал, вот такой вот тоже клеммик стоял, из чебурашки сделанный. Видите, да, в таких вот каминах надо вот еще клеммик завтра купить нормальный, керамический. Вот, и естественно в том камине врубили его, ну, на полную мощность 2,8 киловатта, да, и он, этот клеммик просто расплавился, блядь, и два провода, вот здесь одна фаза 1,0, вот два провода, да, они просто между собой перемкнули и все, и вырубили
там целое здание, короче, отключалось. Ну вот. Поэтому, в общем-то, ремонт простой. Короче, меняем провод, соответственно, покупаем вилку, и все нормально будет работать, даже не сомневаюсь.